Африканская саванна плавилась под беспощадным полуденным солнцем. Воздух был неподвижен, раскален и звенел от мириад невидимых насекомых. Пыль, поднятая их стареньким, но надежным ленд-ровером, висела в воздухе, как желтый туман, оседая на потрескавшейся коже и выгоревшей форме. Это была не туристическая прогулка. Это был рутинный, изматывающий патруль. Команда рейнджеров, ведомая старшим инспектором Маркусом, прочесывала сектор Гамма, печально известный коридор, который браконьеры использовали для своих смертоносных дел. Маркус — человек, чье лицо было такой же выжженной картой, как и земля, которую он защищал, жестом приказал водителю остановиться. Двигатель заглох, и в наступившей тишине они услышали его. Это был необычный звук саванны. Под монотонный звон цикад доносился низкий, прерывистый рык. Это не был рык силы или вызова. Это был рык, полный боли, ярости и абсолютного отчаяния. «Там», — коротко бросил Маркус, указывая на густые заросли акации в 100 метрах от тропы. Его команда, 3 мужчин, закаленных и немногословных, мгновенно замерла. Их руки автоматически легли на транквилизаторные ружья. Они знали, любой раненый зверь — это пороховая бочка. Они спешились. Сухая трава хрустела под их тяжелыми ботинками. Пот стекал по спинам. Подойдя ближе, они увидели его. Это был не просто лев. Это был король. Огромный самец-вожак с великолепной темной гривой. Лев в полном расцвете своих сил. Но сейчас этот король был унижен. Он лежал на боку, тяжело дыша, его массивные бока вздымались. Его передняя лапа намертво ушла в стальной трос браконьерской петли. Капкан был привязан к стволу молодого, но крепкого дерева, и земля вокруг льва была вытоптана и взрыта в радиусе 3 метров. Он бился часами, пытаясь вырваться. Увидев людей, он взорвался. Это была чистая, первобытная ярость. Он вскочил, натягивая трос до звона, и бросился на них. Стальной трос глубоко, до самой кости, врезался в его плоть, останавливая рывок всего в паре метров от спасения. Лев рухнул на землю, взревев от боли и бессилия. Его пасть была в крови, он в отчаянии грыз сталь, пытаясь освободиться. Рейнджеры замерли, держа его на прицеле. Они видели многое, но это зрелище было одним из самых тяжелых. Они видели агонию мощи. Маркус опустил бинокль. Трос. Он ушел слишком глубоко. Похоже, он рвал его всю ночь. Еще пара часов на таком солнце, и у него откажет сердце от шока и обезвоживания. Лев снова поднял голову и посмотрел прямо на них. Это не был взгляд с просьбой о помощи. Это был взгляд, полный слепой ненависти. Он не понимал, что они рейнджеры. Для него они были просто людьми, теми, кто поставил эту ловушку. Он снова и снова бросался на трос, и каждый рывок сопровождался ужасным, душераздирающим рыком. Команда стояла перед невозможным выбором. Уйти и оставить короля умирать мучительной смертью — это предательство всего, чему они служили. Но подойти к этому концентрированному сгустку ярости и когтей, чтобы выстрелить дротиком со снотворным, было почти верным самоубийством. У них был только один шанс. «Я подхожу. Прикрывайте». Голос Маркуса был ровным, в нем не было ни страха, ни сомнения, только холодный профессионализм. Он был лучшим стрелком в команде. Медленно, шаг за шагом, он начал сокращать дистанцию, держа транквилизаторное ружье наготове. Остальные двое рассредоточились, взяв зверя на перекрестный прицел. Их задачей было не убить, а остановить, если Маркус промахнется и лев сорвется. Каждый шаг по сухой траве казался взрывом. Лев, увидев, что один из людей отделяется от группы, сфокусировал на нем всю свою ненависть. Он снова взревел, но на этот раз не бросился. Он припал к земле, собирая последние силы для одного решающего прыжка. Его мышцы перекатывались под шкурой, как стальные канаты. «Держи его! Держи!» — шептал Маркус, ловя в прицел массивную лопатку зверя. Он выстрелил. Хлопок был почти беззвучным. Оранжевый дротик вонзился льву точно в бедро. Это было ошибкой. Вместо того, чтобы успокоиться, лев, взревев от новой боли, взорвался в последнем титаническом усилии. Он рванул трос с такой силой, что молодое дерево, державшее капкан, затрещало и опасно накренилось. Он бился в пыли, пытаясь достать дротик, его рев перешел в отчаянный вой. Солдаты замерли, готовые открыть огонь, но Маркус снова поднял руку. «Ждать. 5 минут. Ждать».
Это были самые долгие 5 минут в их жизни. Они стояли под палящим солнцем, наблюдая, как ярость короля саванны медленно уступает место химии. Его движения становились вялыми. Рычание стихло, превратившись в хрип. Наконец, его огромная голова тяжело рухнула на землю. Он уснул. «Пошел», — скомандовал Маркус. Но расслабляться было рано. Это был не сон, а наркоз. Любой громкий звук, любой резкий запах мог мгновенно его разбудить. «Андре, Краня. Я к голове, держу на прицеле. Остальные — периметр. Быстро». Андре, медик группы и еще один рейнджер подбежали к неподвижному телу. Зрелище было ужасным. Стальной трос, покрытый запекшейся кровью, прорезал лапу до самой кости. Они работали в тишине, слыша только собственное дыхание и тяжелый храп зверя. Адреналин зашкаливал. Они были в метре от самого совершенного хищника Африки. «Кусачки. Быстро», — прошептал Андре. Он подсунул инструмент под стальную петлю. Металл заскрипел. Лев во сне дернул лапой, и рейнджеры отпрянули. Маркус, стоявший у головы, прижал ствол ружья к виску зверя. «Спокойно. Работай». С оглушительным щелчком трос лопнул. Лапа была свободна. Но работа не была закончена. Андре быстро открыл свою медицинскую сумку. Он очистил рваную рану, залил ее антисептиком и вколол мощную дозу антибиотика, чтобы остановить заражение. Лев был спасен. «Готово. Уходим. Все уходим. Тихо». Они, медленно пятясь, отошли обратно к своему джипу, не спуская глаз с неподвижного тела. Теперь оставалось самое сложное — дождаться, пока он очнется, и убедиться, что он в порядке. Они залезли на крышу Ленд-Ровера, наблюдая за спящим гигантом. Напряжение спало, но его сменило тяжелое ожидание. Прошло 2 часа. Палящее солнце начало клониться к горизонту, окрашивая саванну в кроваво-оранжевые тона. Напряжение в Ленд-Ровере снова нарастало. Наркоз должен был вот-вот отпустить. «Он шевельнулся», — прошептал Андре, не отрывая бинокля от неподвижного тела. Сначала дернулось ухо. Затем лев издал глубокий, протяжный стон, который эхом пронесся по саванне. Его массивные бока тяжело вздымались. Он открыл глаза. Они больше не были мутными от лекарств. Это был ясный, осмысленный, ледяной взгляд короля. Медленно, с явной болью, лев поднял свою огромную голову. Первое, что он сделал, посмотрел на свою раненую лапу, которую так профессионально обработали люди. Затем он повернул голову и посмотрел прямо на джип рейнджеров. В машине все замерли. Никто не дышал. Это был решающий момент. Лев медленно, очень медленно, начал подниматься. Он встал, тяжело перенеся вес на 3 здоровые лапы. Он был слаб, но все еще внушал первобытный ужас. Он постоял так с минуту, глядя на людей. В его взгляде больше не было той слепой ярости. Было что-то другое. Что-то, чего Маркус не мог расшифровать. «Ну вот и все, парень», — прошептал Маркус. «Уходи. Давай, уходи в кусты». Но лев не уходил. Вместо того, чтобы скрыться в спасительных зарослях, он издал низкий, гортанный рык. Это не был рык угрозы. Это звучало как приказ. И затем, ко всеобщему ошеломлению, он развернулся и, сильно хромая, медленно пошел прочь, но не в чащу, а вдоль старой, едва заметной тропы. Пройдя 10 метров, он остановился. Он обернулся. Он посмотрел прямо на Маркуса, снова издав тот же странный призывный рык, и кивнул головой, словно говоря, «Вы идете или нет?». В машине повисла гробовая тишина. «Что? Что, черт возьми, происходит?» – прошептал Андре. «Он не убегает», – сказал Маркус, его мозг лихорадочно работал. Он нас зовет. Это ловушка, Кэп? Прайд где-то рядом?» «Нет», – Маркус качнул головой, не отрывая взгляда от льва. «Он ранен. Он слаб. Но он чего-то хочет. Он ждет». Маркус принял решение. «Заводи мотор. Двигаемся медленно. За ним». Лев, услышав, что джип завелся, развернулся и продолжил свой путь. Так началась самая странная процессия в истории саванны. Хромающий король-лев, а за ним, на расстоянии 50 метров, джип с рейнджерами, которые только что его спасли. Он вел их почти километр. Напряжение было невыносимым. И вот лев остановился у края густого терновника, снова заревел и рухнул на землю, обессиленный. Маркус схватил бинокль. Он посмотрел сквозь просвет в кустах, и его лицо побледнело. «О боже!» — выдохнул он. Это был еще больший ужас.
Это был лагерь браконьеров. Но не просто лагерь. Это был ад на земле. Десятки маленьких и больших клеток, шкуры, рога. И в самой дальней, самой большой клетке сидели 2 львицы и 3 крошечных, перепуганных львенка. Это был его прайд. Рейнджеры онемели. Лев не просто попал в случайный капкан. Он, вероятно, пытался освободить свою семью и сам угодил в ловушку. И теперь, раненый, он использовал своих спасителей. Он не просто принял помощь. Он привел армию. Маркус посмотрел на лежащего льва, который тяжело дышал, но не сводил с них глаз. «Он все знал», — тихо сказал Маркус, передергивая затвор своего автомата. «Всем приготовиться. Вызываем подкрепление». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.